Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. Сегодня я вам дам несколько полезных советов, как вырастить за один сезон хороший кустик метельчатой гортензии из черенка. Это будет продолжение видео, которое я снимал месяц назад. Я вам показывал, как укоренить и размножить черенками метельчатую гортензию сорта Colorful коктейль, либо как перевести, если на русский, в переводе означает красочный коктейль. Очень хороший, перспективный сорт метельчатой гортензии. Всем рекомендую обратить на него внимание. Я вам сегодня покажу, как выглядят уже укорененные черенки первого потока. Покажу маточное растение, с которого я взял черенки весной. Примерно месяц, может быть, чуть более ранее назад. Растение это, в принципе, себя хорошо чувствует. Маточное растение выглядит вот так вот. Здесь я оставил 3 побега в этом году, остальные пошли на черенки. Первый поток черенков, который я взял с этого растения, выглядит вот так. Растут они в 1,5-литровых горшочках. Высота растений уже примерно около 30 сантиметров. И я их не прищипал, как вы видите, выращиваю в один побег, в один стебель. Сейчас я переверну это растение и покажу вам примерно, что получилось, какая корневая получилась вот у этого растения. Этому растению примерно около 2 месяцев на данный момент. Вот, смотрите. Видите, корешки уже заплетают земляной ком, места еще много, так что в этой емкости растение еще может спокойно расти, я думаю, до осени. Ну а осенью, или даже может быть раньше, это растение найдет своего нового хозяина или хозяйку. А вот те самые черенки, которые я вам показывал в видео. Вместе мы их ставили на укоренение. Вот сейчас они вот так выглядят. 2 посильнее, как вы видите, и 2 послабже. Сейчас я также переверну емкость, посмотрим, какие там корни. Ну, я думаю, что уже можно их рассадить по отдельным емкостям. Можно, конечно, было еще недельку или 2 их подержать, но я все-таки решил сегодня их рассадить. Покажу вам, как я это делаю, посмотрите. Может быть, что-то, какой-то мой опыт вам будет на пользу. Вот, смотрите, корешки уже пробиваются. Хорошо сейчас видно. Белые молодые корешки. Ну, конечно, в этом земляном коме они могли бы еще спокойно расти. Но чтобы меньше их травмировать, я все-таки их пересажу по отдельным горшочкам. Когда слишком долго держишь в такой емкости несколько черенков, корни сильно заплетаются, и при пересадке, конечно, они могут сильно потравмироваться. Ничего страшного, в принципе, в этом нет. Гортензия очень хорошо стартует после пересадки. Вот у меня лично практически не было ни одного неудавшегося погибшего саженца после пересадки из такой емкости в отдельные горшочки. Ну и первое, конечно, что нужно сделать, это подобрать соответствующие емкости подходящие. Я не мелочусь, я беру, как правило, емкости объемом не менее 1,5 литров. Использую вот такие горшочки с хорошими дренажными отверстиями и сразу подписываю название сорта с помощью вот такого белого маркера для сварщиков. Ну что ж, сейчас вот переверну я емкость. Вот смотрите, видно, да, что тут корешочки. Сейчас будем их делить по отдельности и рассаживать в отдельные горшки. Аккуратно разламываю на части. Если корни сильно сплелись, можно использовать для этого нож.
Желательно, конечно, как можно менее травмировать корешочки. Но вот смотрите, здесь пока еще небольшая такая корневая система. С этим саженцем будет полегче. Эти два, конечно, немного более переплелись, но ничего страшного. Как я говорил ранее, очень хорошо переносят гортензии метельчатые такую пересадку и даже не вянут. То есть растут, как росли, с небольшой, конечно, задержкой, но стартуют очень хорошо. Итак, беру горшок, заполняю его примерно на 1/3 грунтом. В качестве грунта я использую обычный торф, но не совсем обычный, этот торф не кислый, нормализованный. Для метельчатых гортензий не так актуальна и не так нужна сильная кислотность, в отличие от гортензий крупнолистных. Поэтому я использую грунт нормализованный. Щепоточку сюда добавляю удобрения. Удобрение это осмокот. Вы, наверное, видели, что часто при покупке контейнерных растений вот такие вот шарики присутствуют в грунте, особенно при покупке пришедших из Европы саженцев в емкостях. Там вот обязательно такие ложат шарики. Это удобрение, которое действует в течение полугода, не травмирует, не обжигает корни, медленно выделяет питательные вещества. В нем все есть, все, что нужно для развития гортензий, а также других растений, например, для роз. Также в них все в этом удобрении присутствует. Один раз положили и на полгода забыли по подкормке. Только полив нужен будет растению, и все, подкармливать уже ничем не надо. Все сбалансировано и все хорошо. Не хлорозят под таким удобрением гортензии. Растут очень быстро, всего там хватает. Досыпал в емкость грунт, и вот он, первый саженец, готов. Ну давайте сейчас еще один пересадим вместе. Вот этот, который покрупнее. Вот видите, какая хорошая корневая система наросла. Этим черенкам чуть более месяца. Берем емкость, насыпаем примерно 1/3 объема грунтом. Щепотку удобрений. Здесь примерно 1 чайная ложка без горки. И досыпаем грунтом до краев. Как вы видите, у меня торф не увлажнен, он сухой. То есть изначально я использую сухой грунт, никак его не готовлю. Но в дальнейшем, конечно, я хорошо проливаю эти растения водой. Сейчас я остальные пересажу и расскажу, что дальше делать с такими саженцами. Как их доращивать так, чтобы они осенью превратились в хорошие кустики, которые уже на следующий год, а некоторые цветут, кстати, и в этом году. Ну, конечно, желательно цветочки удалять, чтобы не ослаблять растения, но бывает и такое. Об этом я вам также обязательно расскажу в своем следующем видеоролике. Обязательно хорошо проливаю саженцы после пересадки. Гортензия метельчатая любит влажность. Конечно, делать болото не надо, но вот к пересыханию грунта гортензия относится очень негативно. Поэтому следите за влажностью. Емкость должна быть всегда в слегка влажном состоянии. Вот так, чтобы совсем там все текло и было болото, не надо. Грунт должен быть слегка увлажненным на протяжении всей вегетации гортензий емкости. После полива гортензий обязательно рекомендую вам провести их опрыскивание и одновременно обработку от вредителей, а также снять стресс с растений с помощью баковой смеси. Как я ее делаю, сейчас я вам покажу. Для того, чтобы снять стресс у растений после пересадки, я использую Epin Extra. По инструкции здесь все понятно расписано, какой объем добавлять для черенкования, какой объем добавлять
для опрыскивания. Препарат давно себя зарекомендовал и хорошо себя показывает уже не первый год. Растения после обработки практически не чувствуют пересадки, и даже листики у них не вянут. Второй препарат, который я добавляю в этот же опрыскиватель, это средство от клеща и от тли. Я использую вот такой всем хорошо известный препарат Фитоверм. Это не реклама, вы можете использовать любой другой препарат, который вам больше нравится, но обязательно рекомендую вам обработать гортензии от вредителей. Чаще всего нападает паутинный клещ, а также черная тля. В моих условиях, нахожусь я в Московской области, в вашем регионе могут быть и другие вредители, но чаще всего вот эти вредители, тля и паутинный клещ, могут, так скажем, принести вред растениям. Они, конечно, не погибнут, но рост их замедлится, может быть повреждение листового аппарата, что, естественно, плохо скажется на их росте и вегетации. Поэтому рекомендую вам сразу провести обработку и от вредителей. Емкости с гортензиями, с молодыми саженцами, особенно в первые 2 недели, я рекомендую устанавливать в таком месте, где будет тень, не будет сильного ветра, и, соответственно, создадутся хорошие условия для того, чтобы не обожглись листья, не перегрелся грунт. Особенно это касается для более южных регионов. Но и в средней полосе я также не рекомендую сразу выставлять саженцы с гортензиями на палящее солнце. Где-то можно их поставить под деревом, в тени, рассеянный свет, чтобы на них падал. Это самое лучшее место для метельчатых гортензий, особенно в начале их роста. Друзья мои, я надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.